Всем привет, друзья, гости и зрители канала. Наконец-то я иду в свою новую землянку. Лето было достаточно насыщенное, яркое, много было интересных событий. Взять только одну поездку в Самару, чего только она стоит. К Алексею, лесному строителю, это буквально поездка всей моей жизни. Всей, что я уже прожил. Я наконец-то наметил на себя план работ для того, чтобы продолжать заниматься своей новой землянкой. Достаточно это уже затянулось, и надо скорее заканчивать. Собственно, вон землянка там уже вдалеке виднеется. Как вдалеке, то вот она уже. Хочется прям посмотреть, как она выглядит сейчас. Первое впечатление то, что здесь очень много травы уже. Ой, я смотрю, на крыше тоже трава. Пару месяцев назад мы здесь были, и вот эти доски привезли. Конечно, их ни на что практически не хватит. Не знаю, посмотрим, что из этого можно будет сделать. Может быть, дверную коробку, либо, не знаю, саму дверь или стол. Посмотрим, что смогу, собственно. А так, в целом, тут очень много паутины, я смотрю. Дождем еще прям капало и обсыпало песком. Очень грязная вот эта маскировочная сетка. На улице у нас сейчас плюс 14 градусов. А теперь, наверное, самое интересное, это, конечно, заглянуть внутрь. За 3 месяца моего отсутствия здесь никаких изменений не произошло. Людей здесь 100% не было. Собственно, все, как я оставлял, так все и есть на месте. Единственное, что очень много комаров. Там они очень прям по низу, их очень там много. И, у меня есть спирали. Я их, наверное, зажгу ближе к вечеру, чтобы выгнать всех комаров. А знаете, самое интересное, что нужно проверить? Это печка. Я же печку оставлял на улице. Она у меня где-то там вдалеке спрятана. И сейчас пойду посмотрю. А также я еще сажал картошку. Она буквально вот здесь, вот за углом уже. И интересно, есть ли там картофель. Да, вот, ветки есть. Какие-то они поеденные. Тут не должно быть колорадского жука.
Ну вот такой вот урожай. Хотя это даже урожаем сложно назвать. По сути, вот две картошины, и то они, ну, очень маленькие. Остальные просто уже как горох. Видимо, песок это неподходящая почва для картошки. Ну, тем более, что я просто, по сути, его воткнул и забыл на 3 месяца. Странно, что кабаны не нашли. Хоть такую мелочь, но я все равно ее завтра в суп добавлю. Ну, не зря же я сажал свой урожай лесной. Ну, конечно, я рассчитывал, что будет чуть побольше. Ну, а теперь за печкой пора идти. Надеюсь, что печка на месте. А то будет еще одно разочарование на сегодня. Придется спать в холоде. Еще бы на самом деле вспомнить, где она вообще. Потому что я оставлял ее на улице довольно давно. Ну, надеюсь, найду. А вот это вот хорошие новости у нас. Свежий валежник падает. И не один. Я очень уже много свежих деревьев замечал. Упавших. Причем они такие как раз небольшие. То, что мне нужно. О, а вот и печка. Вот она на дереве висит. Ну что, какая минимальная задача у меня на сегодня? Во-первых, установить окно. Я его уже принес. И как раз переднюю стену наконец-таки уже заделать, ставить вывод под вентиляцию. Я его временно буду использовать как для печки, собственно, вывод. А потом уже он будет в другом месте. Когда уже будет основная стационарная печка, тогда решим, с какой стороны вывести трубу и каким образом. Ну а пока будет вместо вентиляции выходить. Ну и наконец-то заделается вот этот участок.
Пилю сейчас бревнышки для передней стены. Я остановился отдышаться, отдохнуть. И абсолютная тишина вокруг. То есть ни птиц, ни ветра. Это знаете, что означает? Что дождь сегодня будет. По прогнозу погоды его обещали. И, скорее всего, все-таки он начнется. Но, думаю, ближе к вечеру. И, кстати, я сейчас стоял и обнаружил, что упала огромная сосна. И, то есть она заваливалась прямо на землянку. Ну, хотя, если с этой стороны посмотреть, наверное, она рухнула бы все-таки мимо. Вот он минус прям стройки, ну, в глухом лесу, в густом. То, что любое дерево может упасть. А не буквально тут половина уже высохшие. Того, гляди, упадут прямо мне на крышу. Или во сне, например, буду я спать, и дерево просто бахнет мне на крышу. Гвозди, в общем, неудобно забивать, поэтому я саморезами вкручиваю. По 2 самореза с обоих сторон, и, в принципе, держится. Поднял немножко порог, еще сверху прибил одну перекладину. В общем, примерно дверной проем вот будет таким образом сделан. 170, если я не ошибаюсь, высота, и ширина 80. Ну, с учетом еще коробки, там будет поменьше. Окно пока ставить не буду. Здесь у меня будет сегодня труба выведена. Это, наверное, единственный вариант, потому что я так подумал, она не достанет до верха. И пока будет через окно. Я что решил? В итоге я не смогу толком заготовить сегодня за вечер
жердей на пол. И поэтому я решил сделать очень важный элемент моего дома под землей. Это стол, конечно же. А будет он на таких же вот перекладинах, то есть они не будут мне в будущем мешать собирать пол. Но я считаю, что стол нужно сделать обязательно. Ну, такой на самом деле не годится. Хотя он довольно крепкий. Выдерживает 83 килограмма. Ну что, вроде так визуально смотришь, вроде бы ровно. Но когда если сравнивать с этой стеной, как будто туда наклон небольшой. Но, по-моему, стол ровный. Надо просто уровень перенести, посмотреть. Ну и тогда я его уже подправлю. Если понадобится, конечно.
Снова я временно установил печку, поставил ее на стул. Я его как стол использовал раньше, потом как стул. Теперь будет подставка для печки. Завесил снова этим негорючим брезентом. Нужно будет еще щели заделать в этой стене. Хотя в любом случае сверху там их куча, но я думаю, что стоит основные законопатить. Вот еще тут осталось немножко. Мы здесь стоим, в буквальном смысле этого слова. И сегодня вечером я буду стоять, потому что стол довольно высоко, сиденья никакого у меня нет, стула я не сделал. Курицу я разделал. Единственное, что под сомнением я, что с ней делать. У меня тут куча разных соусов я набрал. Хотел замариновать, пожарить на костре, но при этом сейчас пошел дождь. Ну, кстати, по-моему, уже закончился. Так что я пока в раздумьях, идти разводить костер или нет. Что? Если вы, конечно, сейчас сидите или лежите, обязательно вставайте. Сегодня мы здесь стоим. Так, ну ладно, буду думать, что делать с сегодняшним ужином. Все-таки я решил готовить в землянке. Не хочу уже на улицу выходить, там и прохладно становится, дождь периодически капает. Ну а в землянке, в принципе, уже стало довольно тепло. Готовлю бульон для супа, самый простейший. Ну и курицу замариновал. Пожарю, наверное, тоже на сковородке потом. Пока буду стоять. Печь так слегка потрескивает. Так проверил, вроде ничего не нагревается особо. Кроме помещения. В помещении очень тепло стало. И это уже очень приятно. В таком легком режиме. Дрова тоже особо не расходуются. И поддерживает мне тепло на вечер. Ну а ночью спать в спальнике. В принципе, я думаю, будет комфортно. Да, сегодня какой-то ужас у меня, а не еда. Сварил суп, а он оказался слишком густой. В итоге это будет, получается, какая-то чечевичная каша, что ли. Ну и стейки, в принципе, пожаренные, вкусно пахнут. Но
сковородке, мне кажется, конец настал. Такой сладковатый вкус, наверное, за счет соуса. Сладкий соус чили. Ну, на самом деле получилось довольно-таки вкусно. Сочное, готовое мясо. Вот такой у меня на сегодня ужин. Получилась каша вместо супа. Ну, а стейки куриные просто отличные. Да, что, нормально. Каша как каша. Ну что, землянка уже так обретает немножко некоторые элементы уюта. Например, уже стол хороший есть. Ну, лежак, конечно, я буду менять. Так, ну а что, кроме стола-то на самом деле ничего и нету. Ну и что еще? Ладно, до завтра. Надеюсь, встану уже пораньше. Каждый раз пытаюсь, но не получается. Знаете, минус этого места на данный момент? Песок. Его тут очень много, и прям чувствуется, что он витает в воздухе, небольшая пыль. Всем доброе утро. Сегодня оно достаточно ветреное. Я вот вышел, смотрю, листья прям летят вовсю. Осень начинается уже. Буквально через неделю уже будет 1 сентября. Ну, а я, знаете, проспал, как всегда, 10 часов беспробудно практически в землянке. Я даже дома так не сплю. Ну, наверное, это связано, знаете, с чем? То, что вокруг такая атмосфера прохладная, а в спальнике, в теплом, спится хорошо и вылезать не хочется. Так, что у нас тут по плану? Наверное, я так осмотрелся вчера. Валежника нет. Все-таки придется что-то с доской решать. Не знаю, посмотрим в будущем. Но на данном этапе я буду делать ступени, может быть,
покидаю еще немножко песок на крышу, иначе просто, ну, я вообще ничего не сделал сегодня. Ну, точнее, вчера. Нужно хотя бы как-то продуктивнее, что ли. Так вот все по мелочи, а такого вот масштабного чего-то эффекта незаметно. Ну и ладно, сейчас кофе допью и буду начинать. Все, доделал я окно. Теперь оно вообще отлично смотрится. Единственное, что я хочу еще попробовать придумать какие-то петли вот сюда, чтобы мне его открывать так наружу. Много времени ушло. Всего лишь, да, какое-то окно, так подредактировать аккуратно. Но уходит много времени. Ну а теперь, я думаю, можно как раз заняться ступенями.
Закончил делать ступени, кидаю сейчас песок, вот который опять остался перед землянкой. Его приходится туда таскать. Не очень удобно, процесс такой длительный, тяжелый. И здесь уже немного такую площадочку сделал перед входом. Закидал корой, чтобы грязи было поменьше. Ну и надо, чтобы вот скат был туда побольше. Чтобы, если что, допустим, весной, когда будет таять снег, если у меня не получится его раскидать, к примеру, чтобы он стекал туда. Ну а также еще немножко замаскировал трубу с той стороны, выводную, которая для вентиляции. Ну и в целом-то снимать все нечего. Осталось только кидать, махать лопатой. Посмотрим. Да и ветер поднялся опять. Все, работа на сегодня закончена. Вот сделал ступени, новый стол, установил окно. В принципе, еще немножко покидал песка на крышу. Я считаю, что результат достаточно неплохой. Так что спасибо большое, что были сегодня со мной, провели эти сутки в лесу. В общем, примерно получилось где-то часов 27 я провел в лесу, наверное, даже 28. Неплохо отдохнул, сильно устал и отправляюсь домой. Как всегда, ссылка на телеграм-канал в описании. Ну и до новых встреч в лесу.